Вот такая красота у меня получилась. По 2 вафли на семью из 4 человек. Отличный завтрак. Ну и перекус, конечно. Всем приветики и здравствуйте! Я готовлю вафли на твороге с кефиром. Такие, знаете, полезный вариант. Все необходимые продукты вы видите у меня на столе. И сейчас мы с вами просто перемешаем все продукты. Я буду перебивать творог блендером. Можно протереть его через сито, потому что он у меня вот такой вот, смотрите, комочками. Если есть у вас такой мягкий, знаете, творог, то можете взять такой. Добавляю сюда все продукты. Я взяла 100 грамм кефира, вот здесь у меня еще немножко есть, если понадобится, добавлю. Добавляю сахар, щепотку ванилина, вот прям немножечко. Можете не добавлять, если не хотите. Сейчас все перемешаю, а потом уже буду добавлять муку и разрыхлитель. Вот, посмотрите, какой творог. Видите, зернистый. Ну, все. Вот такая у меня получилась масса. Кстати, друзья, это не принципиально. Если вас, ну, знаете как, не смущают кусочки творога, то можно и не перебивать. Вот я, допустим, перебила. Вот смотрите, у меня все равно еще есть кусочки творога. Ну, как бы, знаете, меня не смущают они. Если вас смущают, то перебивайте до совершенной такой, знаете, гладкости. Теперь добавляю сюда муку. У меня цельнозерновая. Можете взять рисовую муку. Тоже, знаете, получается, с рисовой мукой получается просто обалденно. Так что, если вы ограничиваете в своем питании муку, то можете брать рисовую, и у вас получится тогда безглютеновые эти вафельки. Что такое-то? Я думаю, что муки нужно еще чуть-чуть побольше. Я, кстати, рецепт опять собираю сама, как видите. Вот видите, вот здесь вот записываю все. Вот. И я думаю, что добавлю еще чуть-чуть, совсем немножко муки. Может быть, 2 столовые ложки. Я все взвешиваю для, скажем так, чистоты эксперимента. Сейчас взвешу еще немножко муки. 50 грамм еще муки взвесила. Думаю, все добавлю. Вафельница у меня уже нагревается. Вот, я думаю, что вот этого уже достаточно. Пока нагревается вафельница, я дам вот моему тесту чуть-чуть постоять, чтобы и сахар растворился, и как бы мука немножечко набухла, скажем так. Вот и все. Так, все. Вафельница нагревается у меня. Ждем, пока она хорошо прогреется. Я думаю, что можно приступать. Я взяла большую ложку. Вот такой большой ложечкой. Вообще надо как-то в центр класть, чтобы вафли получались однородные. Ну и все, печем до готовности. Еще чуть-чуть. Посмотрите, какие классные вафли получаются. Обалденные. Так и продолжаем, пока все вафли не испекутся. Прислонилась рукой-ка. Осторожненько. Так.
слегка смазать маслом. Вот и все. Вот и наши вафли готовы. За это время и посуду можно помыть, и еще какие-то дела поделать. Ну вот, друзья, вафли готовы. Получается 8 штук. У меня, как всегда, разного размера. Никогда не получаются вафли одинаковые по размеру. Вот. Ну, вы старайтесь. Если сделаете все одинаковые, будет просто прелесть. Вот такая красота у меня получилась. По 2 вафли на семью из 4 человек. Отличный завтрак. Ну и перекус, конечно. Всем пока! Друзья, вот небольшой совет. Если когда-нибудь будете покупать себе вафельницу или менять свою вафельницу, обязательно покупайте со съемными панелями. Такие, у которых вот эта панель снимается, и ее можно помыть. Вот я уже, наверное, не знаю, полчаса, если не больше, пытаюсь очистить свою вафельницу. И поскольку тереть ее нельзя, то я ее уже вот чем только не обрызгала, чтобы убрать вот эти излишки жира отовсюду. Вот, ну отмыла, как видите. Теперь я дам просохнуть хорошо и буду надеяться, что ничего к ней не станет приставать. Вот, но если бы, конечно, вот эти панели были съемные, то их можно было бы просто снять, помыть, и не надо было бы пытаться вот впихнуть всю вафельницу в раковину. Так что имейте вот это в виду. Ну, отмыла. Видите? Чистенькая. Почти.